Здравствуйте! С вами Елена Белевкина, художник-любитель, художник, который любит рисовать. Обожаю рисовать. Я художник-самоучка, или даже, наверное, правильнее сказать, художник с даром, потому что мне этот дар Господь как-то так случайно и подарил как-то, не знаю, даже просто захотелось рисовать, и я в 45 лет стала рисовать. Так что это, я считаю, у меня это дар Божий. Я рисую так, чтобы нравилось мне. Всем все равно не угодишь. Я стараюсь рисовать каждый день. Вот этим картинам многие месяцы уже, потому что я рисую импасто в основном. Хотя хочу научиться рисовать тонко. Тонко тоже нужно. Надо освоить вообще все категории рисования. Как сказать, стили рисования. Написание картин. Так, вот размазываем теперь клей, вот так гоняем по картинке, по маленькому костру сначала все это. Даже лишканула я, наверное, от души налила. Ну ничего, клей пихтовый у меня. Я уже методом проб и ошибок поняла, что я не хочу масло покрывать акриловым лаком. У меня почему-то не получилось, хотя у других блогеров получается. Может быть, я еще вернусь к акриловому лаку для масла. Когда-нибудь осмелюсь. Но последний опыт показал, что не надо этого делать, не надо жадничать. Как говорится, скупой платит дважды. Потому что картина у меня не сохнет уже почти полгода, остается липкой, цвета поменяли. Цвета, тон цвета изменился. Так, да, тут немножко я лишканула с лаком. Ничего. Будет так более глянцево. Вот такие костры у нас. Костерок. Это маленькие картинки. Маленький такой очаг. Я их тоже сделаю в темных, скорее всего, рамках. А может быть, каких-нибудь и ярких покрашу рамки. Посмотрю, как будет смотреться. Но мне кажется, подарить такой очаг — это замечательно. Это недорогие картины, маленькие. Это картина маслом, импаста в моем стиле. Все, мы покрыли сегодня 2 маленькие картины лаком. На картинах у нас костер. Желаю всем удачи. С вами была Елена Белевкина, художник-любитель. Я люблю рисовать. Рисуйте. Успехов!